Разрезаю 3D-модель, наношу клепку и заливаю воду. Всем привет! В комментариях вы часто меня просили изготовить модель самолета полностью напечатанную на 3D принтере. Для этой цели я выбрал гидроплан из аниме Порко Россо легендарного режиссера Хаяо Миядзаки. Это поистине захватывающий фильм про ветерана Первой мировой войны. После потери своих сослуживцев он настолько разочаровался в военном деле, себе и людях, что навлек на себя проклятие, частично превратился в свинью. А когда в Италии к власти пришли фашисты, он не захотел им прислуживать и начал работать наемником в небе Адриатики. Его гидросамолет наводит ужас на воздушных пиратов, однако это не приносит ему удовлетворения и душевного спокойствия. В сети я отыскал бесплатную 3D-модель гидроплана, которому студия Ghibli присвоила название Savoia S21F. Эта 3D-модель создана в программе Autodesk Fusion 360. Благодаря наличию тайм-кода можно отследить, какими инструментами и в какой последовательности автор создавал этот самолет. Чтобы отправить модель на печать, ее необходимо разрезать на отдельные элементы. Но прежде я решил доработать внешний вид, добавив ниши пулеметов в носовой части фюзеляжа. После скругляю стойки двигателя. Как видно, они заходят в тело крыла и гондолу двигателя. Обрезаю их по контуру плоскости. Таким образом, они становятся отдельными, независимыми элементами. Повторяю эту операцию с остальными стойками. Отделяю поплавок от крыла и создаю в них отверстия для точного позиционирования этих элементов после печати. Подобным образом разрезаю всю модель и печатаю на фотополимерном принтере. Вместе с моделью сразу печатаю фигурку Порко Россо и деталировку для будущей диорамы. Все мои уникальные 3D-модели доступны для скачивания в Патреоне. Ссылка будет в закрепленном комментарии под видео. Отделяю все элементы от поддержек и зачищаю их наждачной бумагой. После склейки половинок фюзеляжа и крыла заполняю швы автомобильной двухкомпонентной шпаклевкой. Чтобы на модели добавить расшивку и клепку, задуваю ее двухкомпонентным грунтом. После оклеиваю модель малярной лентой и пилочкой для пластика расчерчиваю контур деталировки. Для нанесения клепки использую ревиттер с шагом 1 мм. Частично собираю модель и приступаю к окраске. Первым слоем задуваю белую тысячную базу. Для выделения расшивки и клепки наношу слой пришейдинга болотно-коричневого оттенка. Этот эффект придаст красной базе выцветший ржавый отлив.
Смывкой на основе масляной краски и ватспирита выделяю расшивку и клепку. Склеиваю детали воедино, и модель готова. Для сюжета диорамы я выбрал начальную заставку со скрытой бухтой Порко Россо, где он прячет свой гидроплан и принимает солнечные ванны. Основание диорамы создаю из деревянного диска и пористого пенополистирола. Чтобы дно водоема не было ровным, формирую его из обрезков пенополистирола. Всю площадь побережья покрываю медицинским бинтом. Он послужит армирующим основанием для скульптурного гипса. Гипс наношу в два слоя. Первый – выравнивающий. Его задача – скрыть пенополистирол и сгладить поверхность. Второй слой также равномерно наносится на всю площадь побережья. После чего веерной кистью формирую ребристую поверхность песчаного дна. Диораму буду покрывать кварцевым песком, чтобы он выглядел чистым и лучше подходил по масштабу. Через капроновый чулок отсеиваю самые мелкие частицы. Пока песок сохнет, из бальзы создаю перекрытие плавающего причала. По готовности этой детали приступаю к подготовке диорамы для заливки эпоксидной смолы. На растяжках из медной проволоки подвешиваю причал и самолет.
тщательно контролируя уровень погружения бочек относительно поплавка на крыле и фюзеляжа гидроплана. А дальше приклеиваю опалубку из алюминиевой фольги, дополняю берег крупными камнями и заливаю эпоксидку. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если вам понравилось это видео, обязательно оцените его лайком и комментарием. Отдельно буду благодарен за подписку. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч!